Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, и сегодня мы с вами рассмотрим еще одну карту в колоде Триумф де ла Луна знаменитого художника Патрика Валенса. Я напоминаю, что у меня колода, состоящая из 78 карт. И сегодня у нас карта девятка мечей. Что мы видим на карте и основная суть карты. Держась за голову в тоске и тревоге, обеспокоенный человек зацикливается на негативе, сосредоточив свои мысли на наихудшем исходе ситуации. 9 мечей тяжело нависают над его разумом, угрожая воплотить его опасения в реальность. Если карта выпала нам в прямом положении. В прямом смысле может говорить о нависшей над клиентом угрозе, о опасностях, которые благодаря мыслям человека сбываются в реальной жизни. Чаще всего карта указывает на сильный страх и тревоги из прошлого, когда мы не можем справиться с мрачными мыслями и вынуждены посещать психотерапевта и пить антидепрессанты, чтобы хоть ненадолго выйти в состояние ремиссии. Девятка второй часто указывает на остановку в жизни, на то, что сам человек тормозит процессы прогресса в своей жизни, заполняя ее негативом и страданиями и чрезмерной жалостью к себе. Если карта выпала нам в перевернутом положении. Здесь карта, наоборот, дает прямо противоположное значение. Справляться со своими страхами, верить и надеяться, отпустить страхи и позволить событиям в своей жизни происходить естественным образом. Если карта выпала на характеристику личности. Это глубоко раненый и измученный собственными мрачными мыслями человек. О таких говорят интроверт, имеющий нордический характер. Причина задетых чувств этого человека часто кроется в детстве. Именно оттуда во взрослой жизни мы вытаскиваем на этот свет всех монстров из-под кровати, которых так боялись. По этой карте человек может жить в своем нафантазированном мире и много лгать, так как он боится того, что окружающая действительность и люди не примут его такого, какой он есть на самом деле. Если карта выпала нам на работу или профессию. Это не доставляющая удовлетворения рабочая атмосфера, где сверху от начальства постоянно прилетает, а человек не может взять себя в руки и покинуть навсегда это заведение. Если говорить о профессии, то человек не может и никогда не мог поставить себе цели и идти к ней. Именно поэтому его профессия не удовлетворяет его ожиданий. Он сам не понимает, чего он хочет от этой жизни. Если карта выпала вам на здоровье. Карта говорит о частых головных болях, о мигрени, психологического рода заболеваниях, менингите и заболеваниях глаз и носовой полости. Если карта выпала нам на отношения. Отношений нет, потому как человек просто не может решиться на создание пары и знакомства из-за комплексов, неуверенности и собственных страхов. Если же отношения есть, в паре постоянно присутствуют споры и сцены, которые устраивает одна сторона, неуверенная в себе, что может привести к печальным последствиям.